Слушайте, если вы прямо сейчас занимаетесь криптовалютами, следите за криптоинфлюенсерами, уже сформировали портфолио или только начинаете делать это, вам следует обратить внимание на криптонарратив, который скоро появится. Я не говорю про игры и ИИ. Я говорю про криптонарратив, которого не хватает всем, даже профессионалам. Так что будьте внимательны. Я расскажу вам про этот нарратив. Начинаем прямо сейчас. Привет, ребята. Это Брифит Дэнс. Помните, Пол не финансовый консультант, но он хорош собой. Еще это не финансовый совет. Пожалуйста, подпишитесь на канал Пола и ознакомьтесь с моим каналом Брифит Дэнс. Редакция Crypto.ru перевела для вас ролик с канала The Crypto Factor, в котором автор рассказывает про новый нарратив в криптовалютах. Поставьте нам лайк за старание, а также подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные выпуски. Привет! С возвращением! Меня зовут Пол. Если вы впервые на этом канале, то он посвящен криптовалютам и советам по укладке волос. А если вы меня не узнали, то я сейчас надену очки. Теперь вы знаете, кто я такой. Мы уже некоторое время говорим о криптовалютах. Если вы следили за The Crypto Factor, то знаете, что мы предсказали вершину и низ предыдущего цикла, и даже низ этого цикла. Мы даже заговорили про ИИ раньше, чем кто-либо другой. Мы первыми стали заниматься ИИ. Мы говорили про игры. Мы даже говорили про экосистему биткоина. Но многие люди не знают про следующий нарратив, следующий криптонарратив. На этом канале мы хорошо определяем следующие нарративы или, по крайней мере, тенденции. Слушайте, будем честны. Если вы сейчас занимаетесь криптой, то у вас все устроено, и вы получите деньги. Почти все из нас будут зарабатывать деньги, если вы не забудете зафиксировать прибыль, и вы не вложили все деньги в XRP. Но если вы занимаетесь криптой, то, скорее всего, получите хорошие деньги или хорошую прибыль на этом бычьем рынке. Но, возможно, вы что-то упускаете. Возможно, вы упускаете нарратив, о котором никто не говорит, или о котором больше никто не говорит. Да, игры — это здорово. Да, ИИ — это здорово. Еще есть варианты в экосистеме биткоина и сам биткоин. Потрясающе. Но люди, кажется, забыли о метавселенной. Да, я знаю, что вы скажете. Пол, но игры, но ИИ. Да, но игры также приходят в метавселенную. Они также приходят в виртуальную реальность, дополненную реальность и так далее. Именно об этом я бы и хотел сегодня поговорить с вами. Дело не только в Sand и Mana. Есть и другие проекты. Совсем скоро в этом видео я расскажу вам о проекте, в котором вы, возможно, захотите принять участие. Но вы должны учитывать Sand и Mana. Рано или поздно они начнут работать. Нарратив вернется, ажиотаж вернется, и они заработают. Почему они заработают? Очень просто. Конкуренция. Как только мяч начнет катиться, например, компания вложится в Sand, мы видели, как компании входят в метавселенную во время последнего бычьего рынка. Некоторые вложились в Sand, некоторые в Mana. Но вот что происходит, когда крупные бренды, такие как Nike, Under Armour и так далее, вкладываются в Sand. Другие бренды, например, бренды одежды, тоже хотят вложиться туда. Неважно, думают ли они, что это принесет прибыль. Они не могут позволить себе не участвовать. Давайте объясню. Если, например, Under Armour потратит $1 миллион, $2 миллиона, $5 миллионов, $50 миллионов и так далее, и выпустит свой бренд на Sand, другие компании не могут позволить себе не присоединиться к ним из-за доли на рынке. А что если Under Armour был прав? Они займут долю рынка, и компании не могут себе это позволить. Они скорее потеряют 1 миллион, чем 5 миллионов, 50 миллионов, или сколько бы они ни собирались вложить, и спишут это в свои расходы, чем пропустят эту гонку. Мы видели, как это происходило. Именно так работают компании. Вы должны это понять. Давайте представим, что крупный бренд присоединится к Sand. Они понимают, что должны выстроить нарратив и поддерживать его. Они будут делать пресс-релизы для СМИ и так далее. Они будут заниматься маркетингом. Таким образом, люди услышат про Sand. Другие компании тоже начнут заниматься Sand. Но знаете что? Что если еще одна компания отправится в Mana? Давайте представим, что это конкурирующий бренд. Что ж, теперь Under Armour или любому другому бренду, который я использовал, как пример, даже не могу вспомнить, также придется входить в Mana на всякий случай. Иначе они будут бороться за эти две монеты.
Эти две монеты будут набирать обороты. Они, конечно, будут заниматься собственным маркетингом, поскольку все больше людей узнают про них, но и бренды будут говорить про них. Даже если это пиар, даже если это спекуляция, они будут использовать этот хайп. И что же делает этот хайп? Привлекает людей к участию в этом проекте, и метавселенная вернется. Это произойдет тогда, когда никто этого не ожидает. Вы не слышите, чтобы это кто-то обсуждал. Именно это мы и хотим сделать. Мы хотим входить в проекты или нарративы до того, как все остальные войдут в эти проекты и нарративы. Понятно? Так о чем же я здесь говорю? А вот что. Следите за Mana, следите за Sand, внесите их в свой список для наблюдения. Возможно, стоит заняться некоторыми проектами раньше, еще до их запуска. И это приводит меня к сегодняшнему спонсору — Fivescape. Fivescape нацелена на VR-игры, VR-фильмы, VR-образование и VR-устройства. И да, прямо сейчас они в пресейле, но мы поговорим об этом позже. Итак, Fivescape находится в метавселенной, а также VR и AR, если хотите. Кстати, они уже выпустили игру. Поговорим о ней через пару минут. Они не только хотят предложить вам опыт, теперь доступный в MetaQuest на Мета. Они хотят, чтобы вы вошли в пространство улучшенного опыта, как они говорят, с помощью гарнитуры VR Ultra. С графикой в высоком разрешении, эргономичным комфортом, точным датчиком движений и так далее. Также при желании вы можете использовать VR-кресло Swiftscape. Вы видите его здесь. Я не уверен, доступно ли оно сейчас. Проверим позже. Также у них есть токен, криптотокен для получения наград и традиционного привычного стейкинга. Скажите, нужна ли вам криптовалюта для работы в VR и AR? Это спорный вопрос. Люди, возможно, купят токен из-за шумихи. Возможно, стоит в этом поучаствовать. Давайте я поделюсь своими мыслями, покажу вам несколько вещей на их сайте, а затем решим, стоит участвовать или нет. Прокрутив вниз, мы увидим токеномику Fivescape. Также видно, что они участвуют в мероприятиях, показывают и демонстрируют свой проект. Выделываются, выставляют на показ. Одно и то же, я полагаю. Это было на выставке Gaming Expo в Дели, Индия, с 17 по 19 января 2024 года. Можно поискать это самостоятельно, воспользоваться Google поиском и узнать, были они там или нет. Убедиться в этом. Так я бы и поступил на вашем месте. Тут представлена их команда. Можно увидеть людей, работающих с документацией. Конечно, следует перейти на LinkedIn, чтобы узнать, настоящие это профили или нет. Я не авторизирован на этом компьютере, так что сейчас не буду это делать. А также можно ознакомиться с популярными вопросами и ответами на них. По-моему, именно здесь можно больше всего узнать о проекте. Благодаря приведенным ответам вы получите представление о проекте. Пустышка это или что-то серьезное. Так что же такое Fivescape? До сих пор я называл это Fivescape, а это Fivescape. Так чего же стремится достичь проект Fivescape? По сути, они пытаются создать всеобъемлющую экосистему VR и AR, объединяющую ПО, железо и контент. Короче, это как метавселенная. Вариант метавселенной, если хотите. Они хотят обеспечить плавную интеграцию между этими элементами и создать платформу, управляемую сообществом для будущего иммерсивных реальностей. Так о чем это говорит мне прямо сейчас? У них есть видение, есть мечта, и это возможно реализовать, но будет сложно. На этом рынке сложно добиться успеха. Но если вы хотите инвестировать рано, если хотите зарабатывать деньги и получать прибыль, то вам как бы нужно делать подобные движения. Позже я объясню, что именно я имею в виду и что я бы сделал. Какой тип контента Fivescape планирует размещать на своей платформе? Проект сконцентрирован на VR-играх, но также охватывает другие формы VR и AR-контента, в том числе образовательные программы, социальные приложения и инструменты для творчества. И я предвижу время, когда то, чем мы сейчас занимаемся на YouTube, будет интерактивным. Это может произойти благодаря метавселенной. Мы сможем разговаривать друг с другом, встречаться друг с другом. Это было бы очень круто. Я знаю, что отклоняюсь от сценария и иду в другом направлении,
Но только представьте, через 5-10 лет мы сумеем сидеть лицом к лицу и разговаривать друг с другом. Так что, если вы блондинка и вам нравятся лысые парни, жду с нетерпением. Так вот, это очень важно. Какова роль токена Fivescape в проекте Fivescape? Итак, он называется Fivescape, а токен Fivescape. Рад, что разобрались. Что ж, токен Fivescape — это токен, используемый в экосистеме. Он предоставляет доступ к эксклюзивному VR-контенту. Например, та встреча с блондинкой. Ну, вы понимаете, вероятно. Ладно. Владельцам также предоставляются права голоса и возможности для стейкинга. Они, наверное, захотят... вероятно, в будущем они собираются ввести стейкинг для владельцев с какими-то преимуществами. Когда запуск? Ну, прямо сейчас он находится в пресейле, и точная дата запуска неизвестна. И это мне очень не нравится. Мне нравится, когда у проекта есть дата запуска. Нельзя вечно быть в пресейле. Для меня это может быть тревожным сигналом. А что если пройдет год, 2, 5 лет? Можно было бы применить инвестированные деньги в другом месте. Это своего рода альтернативные издержки, потому что деньги могут принести вам больше в другом месте. Мне действительно не нравится этот ответ. Буду честен с вами. И, конечно, каковы варианты использования токена Fivescape? У вас есть доступ к премиум-контенту в VR. Вы можете играть и зарабатывать. И это очень круто, и сейчас в моде. Также будут возможности стейкинга. Давайте будем честны. Большинство людей хотят получить токен Fivescape и увидеть его рост. Вы хотите получить прибыль, не так ли? Ну, типа, давайте посмотрим правде в глаза. Вы заранее инвестируете, вы берете на себя риск, чтобы получить потенциальную прибыль после запуска. И потенциал есть. А также есть вероятность, что проект может просто не сделать того, что запланировали создатели. Не из-за мошенничества или чего-то еще. Просто это рискованно. Но большой риск приводит к большой награде. Как говорит мой русский друг, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Здесь можно присоединиться к их глобальному сообществу. У них 9569 подписчиков в X. И мне это нравится. Это выглядит реалистично. Ненавижу, когда у новых проектов внезапно появляются от 100 до 500 тысяч подписчиков в X. Для меня это чушь собачья. Так что мне нравится, что здесь реалистичное число. У них 1080 подписчиков на YouTube, что также вполне достижимо. Кстати, это легко проверить. Вы можете сделать это прямо сейчас. 16,5 тысяч подписчиков в Telegram и 5489 членов канала в Discord. Здесь можно увидеть их последние твиты. Я хочу, чтобы вы обратили внимание вот на это. Войдите в Октагон и примите участие в турнире Fivescape по ММА. Вы можете участвовать в боях по правилам ММА. В метавселенной. Можете сразиться с Питбоем или еще кем-нибудь, кто вам нравится. Вот игра Cage Conquest на мета. Можете купить ее, приобрести эту игру даже для друга. Как видно из описания, это MMA Cage Conquest. Давайте посмотрим видео и узнаем, на что это похоже. Ощутите драку, преодолейте границы, победите всех. Видели, как после боя он задумывается и надевает шлем обратно? Это связано с блондинкой, о которой я говорил ранее. Итак, есть пара вещей, которые вам стоит здесь сделать. Первое, прямо сейчас проводится розыгрыш $100 000. Возможно, вы захотите принять участие, так что ознакомьтесь с этим. Во-вторых, вам стоит обратить внимание на то, что цена листинга 1 цент. Но прямо сейчас вы можете приобрести токены по цене $0,00376. Если вы готовы рискнуть и рано войти в этот проект. Конечно, можно ознакомиться с их аудитом, KYC и документами, а также с их белой книгой. Настоятельно рекомендую вам изучить ее, а также провести собственное исследование этого проекта.
Как видите, пресейл уже начался. Он собрал уже чуть более 6,5 миллионов. Их цель 7,5 миллионов. Запустятся ли они после этого, мы не знаем. У них нет определенной даты. Они могли бы сказать, что запустятся, как только получат деньги. И вот это на самом деле мне не нравится. Но опять же, это рискованный вариант. И вот как я бы поступил. Вот что я бы сделал. Как вы знаете, у меня есть криптопортфолио. У меня есть высокая, средняя и низкая капитализация. А также у меня есть немного денег для рискованных вариантов, чтобы рано войти в некоторые проекты. И этот проект может быть таким. Почему? Потому что это метавселенная, это AR. Неважно, делают они это или нет, если они действительно выпустят проект. Так? Если они действительно выпустят проект на рынок, а вы сумеете получить токен, то это может стоить того. Проект может очень хорошо себя показать даже на одной шумихе, связанной с нарративом. И я знаю, что они уже связываются с инфлюенсерами, работают над маркетингом. Иначе они не связались бы со мной. И это хорошо. Значит, они заботятся о своем проекте и хотят зарабатывать. Они платят за маркетинг. Это на самом деле хорошо. Я не доверяю проектам, не способным оплатить маркетинг до запуска. Для меня это просто не имеет смысла. Так что изучите это. Посмотрите, подходит ли вам проект. Можно даже пообщаться с ними вот здесь, задать им вопросы. Но не прямо сейчас, потому что все операторы заняты. Наверное, играют в Cage Conquest или что-то еще. Но вообще не забудьте ознакомиться с проектом, посмотреть, подходит ли он вам, и решить, хотите ли вы включить его в свое портфолио. Посмотрите вот это видео. Вы не хотите его пропустить. Не забудьте подписаться ниже. Увидимся в следующем ролике. Переведено и озвучено редакцией сайта Crypto.ru.